Игорь проснулся ранним утром от звонка будильника. Через несколько часов ему нужно было отправиться на работу. Плотно позавтракав, молодой человек вышел на крыльцо своего частного дома, чтобы допить кофе. То, что он увидел перед входом в дом, заставило его удивиться. На крыльце лежал брошенный котенок. Он был небольших размеров и выглядел беспомощным. Парень отставил чашку в сторону и сразу же принялся подбирать животное с холодной плитки. Немного нервничая, молодой человек поместил найденыша в переноску. Все происходило в спешке. Парень даже не успел заметить некоторых особенностей животного. Перед работой Игорь заехал к знакомому ветеринару, чтобы показать тому котенка. Парень переживал за его состояние и возлагал надежды на помощь специалиста. Доктор дождался появления животного из переноски и побледнел от увиденного. Ветеринар осторожно осмотрел зверька, бросая подозрительные взгляды на своего визитера. Парень не мог понять причину удивления врача. Ветеринар вел себя странно. Игорь испугался, что с котенком что-то не так. Как еще можно было объяснить долгое молчание доктора? Наверное, тот просто боялся спугнуть своего клиента страшным диагнозом. Но причина странного поведения заключалась в другом. Ветеринар удалился из комнаты на несколько минут, после чего поставил парня в известность о том, что к ним едут представители службы по охране животных. Когда Игорь нашел животное на крыльце своего дома, оно было слегка грязным. Парень интуитивно почувствовал что-то неладное, но не придал этому большого значения, так как сильно торопился по делам. Но если бы Игорь был чуточку внимательнее, он бы заметил необычное строение тела животного. А еще у него был своеобразный серый мех. Молодой человек сразу же спрятал найденыша под теплую жилетку, а затем пронес его мимо любопытной собаки, которая все время прыгала на своего хозяина. Животное сразу же оказалось в переноске без какого-либо осмотра, поэтому парень был уверен, что имеет дело с обычным котенком. Парень переживал, что брошенный питомец может быть болен, поэтому сразу же уселся за руль своего автомобиля и направился в ветеринарную клинику. Ветеринар предложил ему внимательнее посмотреть на животное. Игорь приблизился к зверьку и почти сразу застопорился. Он как будто очнулся после какого-то сна. Теперь он видел перед собой совсем другое животное. Это и вправду был не котенок. Когда найденыш открыл свои округлые синие глаза, мужчины оказались в полном замешательстве. Конечно, ветеринару было проще принять необычную ситуацию, ведь он был образованным человеком с профильными знаниями. Парень же мало знал о животных, поэтому растерялся сильнее врача. Проснувшись, зверек начал вести себя очень активно. Игорь смотрел на животное и не мог понять, каким образом он мог спутать столь необычное существо с котенком. Зверек постоянно ерзал, царапался и издавал странные звуки. Ветеринар продолжал осмотр, никак не комментируя происходящее. Молодой человек решил не торопить событий и просто дожидался вердикта врача. Игорь не сразу получил ответ, зато был вынужден прослушать много вопросов. Он уточнил обстоятельства, при которых был найден зверек. Затем доктор попросил парня покинуть кабинет. Игорь слышал, как ветеринар советуется о чем-то с коллегами. Парень не понимал, кто попал ему в руки, но уже успел привязаться к животному и почувствовать ответственность за него. Игорь хотел, чтобы осмотр быстрее закончился. Он даже подумывал отпроситься с работы на пару часов, чтобы нормально доставить питомца в домашнюю обстановку и дать ему необходимый уход. Вместо этого Игорь был вынужден скучать в коридоре, пребывая в подвешенном состоянии. Через 15 минут ветеринар вышел из кабинета и задумчиво направился к парню. По его выражению лица было видно, что он не особо настроен на диалог. Врач продолжал витать в своих мыслях. Молодой человек решил быть настойчивым, поскольку уже не мог терпеть этой странной молчанки. Он задал ветеринару прямой вопрос. Доктор положил руку на плечо Игоря, после чего немного расплылся в улыбке и, наконец, дал ответ. Как выяснилось, парень нашел на крыльце своего дома весьма необычное экзотическое животное. Это был галаго.
распространенный обитатель африканских лесов. Ветеринар и сам был шокирован такой находкой, ведь в этой местности их быть не должно. Доктор не понимал, каким образом галаго очутился в их стране. Он лишь предположил, что этот вид животных мог оказаться в местном зоопарке, а малыш просто сбежал. Других версий у специалиста не было. Игорь был шокирован этим известием. Он ведь думал, что нашел брошенного котенка, о котором сможет заботиться в будущем. Ветеринар поторопился расстроить парня, сообщив ему о том, что галаго не может остаться у человека. Животное должно быть передано в руки специалистов, а затем помещено в подходящие условия обитания. О содержании галаго в домашних условиях не могло быть и речи, как считал ветеринар. Игорь заметно огорчился, но не стал спорить со специалистом. Парню пришлось свыкнуться с фактом того, что им придется расстаться с найденышем навсегда. Теперь у него не будет нового домашнего питомца, хотя молодому человеку так этого хотелось. Что же, на кону стояло здоровье малыша, поэтому людские капризы были ни к чему. Игорь лишь попросил у врача обещание о том, что с галаго все будет в порядке, поскольку он сам не мог пристроить животное куда требуется. Ветеринар успокоил молодого человека и дал ему слово. У него были необходимые связи для улаживания столь необычной ситуации, поэтому Игорю было не о чем беспокоиться. По возвращению домой парень продолжал находиться в печальном настроении. Он уже так много представил себе о совместной жизни с новым другом. Игорь вспомнил, с каким интересом оживился его пес по кличке Микки, когда хозяин занес в дом неожиданного найденыша. Теперь Игорю придется довольствоваться дружбой со своей любимой собакой. А маленький галаго должен быть доставлен в оптимальную среду обитания. Только там он сможет полноценно расти и чувствовать себя комфортно. К сожалению, человеческая забота и любовь не сможет заменить ему этого. Парень вернулся домой и решил провести несколько свободных часов с Микки. Тот встретил его, как ни в чем не бывало. Друзья отправились на прогулку в ближайший лесок. Игорь хотел заполнить пустоту, образовавшуюся в его душе, а заодно уделить внимание любимому питомцу. Микки был счастлив от возможности прогуляться на свежем воздухе, ведь он не ожидал увидеть хозяина до самого вечера, как это обычно бывает в рабочие будни. Ему понравился сюрприз. Парень с радостью вспоминал о спасении редчайшего найденыша, принимая это как божий промысел. Видимо, он спас чью-то жизнь, не осознавая ценность зверька. А у вас были такие ситуации, когда вы помогали животным, попавшим в беду? Расскажите в комментариях.